Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала генерал СВР, генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас вторник, 5 апреля, экстренный выпуск. Тема, которую мы с вами обсуждаем, одна – это война. Новости не самые радостные, я бы сказал, более чем печальные. Весь мир увидел, что творилось в Буче во время оккупации российскими войсками. Весь мир увидел, что творилось в Ирпене. Это города недалеко от Киева, которые были некоторое время под российской оккупацией, в которых обнаружили огромное количество мертвых местных жителей, которых расстреляли, которых пытали, женщин насиловали, маленьких детей насиловали, убивали. К сожалению, все это правда. И эти зверства, еще раз подчеркиваю, к огромному сожалению, на руках российских солдат. Когда я такое вижу и слышу, мне кажется, что это просто невозможно. Мне, как россиянину, тяжело осознавать, что это творили граждане моей страны. Но, к сожалению, это так. Никаких сомнений в этом нет. В докладах Владимиру Путину подтверждается практически все. И еще раз подчеркиваю, президент России Владимир Путин в курсе всех событий. Он фактически являлся инициатором этих зверств. Во-первых, я уже и в наших роликах говорил, и мы писали у нас в телеграм-канале о том, что президент России Владимир Путин сказал не считаться с человеческими жертвами среди мирного населения для реализации боевых задач. Более того, когда ему стали поступать доклады о том, что местное население оказывает агрессивное сопротивление, он сказал подавлять. Его слова, он дал распоряжение, лично президент России Владимир Путин дал распоряжение подавлять любыми методами. Еще раз подчеркиваю, любыми методами. Какими методами подавлялось сопротивление в оккупированных городах? Вы, уважаемые зрители и слушатели, можете увидеть в интернете, можете увидеть в YouTube, можете увидеть в огромном количестве телеграм-каналов. Зверства, которые были совершены, транслировали практически все мировые агентства. Будет проведено международное расследование. Нет сомнений у меня, например, что будет суд. И многие, кто несет ответственность, кто участвовал в этих зверствах, понесут наказание. Сейчас выяснить, кто совершал эти преступления, возможно, и не очень легко, но и часть людей непременно будет обнаружена, и они понесут наказание. Это очень тяжелая тема. Зверства, которые творили эти нелюди, просто потрясают любое сознание, любое нормальное сознание. Я не хочу перечислять. Это действительно отвратительно. Еще раз подчеркиваю. Мне как россиянину, как гражданину России, просто невыносимо осознавать, что происходило в те дни в этих городах. Я скажу больше. В отчетах президенту России Владимиру Путину указано, что примерно такие же зверства происходили во многих других городах. То, что сейчас выявили, это малая часть. Владимир Путин дал распоряжение избавиться от доказательств. Как будет избавляться, пока не очень понятно. Но зверства были, еще раз повторяю, не только в Киевской области, не только в этих городах, о которых стало известно, но и во многих других городах, которые находились и находятся сейчас под оккупацией. Давайте называть вещи своими именами.
это оккупация. Что заставляет человека совершать эти зверства, каждого конкретного человека, который это совершал? Что должно быть в голове у человека, который убивает ребенка? Что должно быть в голове у человека, который насилует, а потом вешает женщину? Что должно быть в голове у человека, который насилует, пытает и убивает человека, потом на танке несколько раз пытается его переехать? Для меня это загадка. Это не люди. Это просто не люди. Еще раз подчеркиваю, вся ответственность не только на исполнителях, но и на всем военном командовании, на всем без исключения. И лично на президенте России Владимире Путине. Я, если вы помните, во-первых, в своих роликах рассказывал, что то, что творили ЧВК в Центральноафриканской республике, не только в других африканских республиках, когда издевались над местным населением, когда пытали, когда ломали ноги, когда камнями разбивали головы, когда рубили живым людям руки и ноги, когда всячески издевались. Я говорил, что это все перенесется и на территорию Украины. Совсем недавно об этом рассказывал. А зверства, которые творили ЧВКшники, мы рассказывали у нас в телеграм-канале, и я рассказывал в эфире на нашем канале. Я совсем недавно, вот буквально все, кто смотрит и слушает наши эфиры, вспомнят, я совсем недавно говорил. По-моему, даже во время наших итоговых, одних из наших итоговых программ с Сергеем Жирновым я говорил, что зверства, которые были в Африке, они перенесутся и на территорию Украины. Здесь других вариантов быть особо, наверное, не могло. Война — это война. Война превращает людей в тех, кем они по своей сути являются. Да, несомненно, есть и честные, благородные люди, которые участвуют в военных действиях, которые не совершают преступлений. Но если эти честные и благородные люди наблюдают за тем, как их товарищи, сослуживцы совершают преступления, наблюдают за этим молча, то они такие же участники, соучастники преступлений. Это мое личное мнение. И должны нести наказание соответственно своей вине. А вина, я считаю, неоспорима. Теперь перейдем к немного другим событиям, к событиям, которые происходят в Кремле. Сейчас президент России Владимир Путин задумал большие реформы, как в силовых ведомствах, так и в администрации президента. Мы уже несколько раз говорили и в прошлом году, что готовится чистка силовых структур. Тогда из-за разного рода событий все это было отложено, хотя подготовка шла полным ходом, и было все готово. И на сегодняшний день все наработки по чистке силовых структур, что называется, на столе, и реализация может быть в любой момент. Что, если Владимир Путин даст распоряжение к началу чисток, то все можно, как ему докладывают, все можно закончить за 2-3 месяца. Планируют искать предателей в числе сотрудников силовых структур, которые так или иначе, по мнению проверяющих, будут лояльны к оппозиции, лояльны к тем людям, которые не поддерживают военную агрессию. Таким образом будут избавляться примерно 15% людей в силовых структурах. Что это будет? Я думаю, что это приведет к хаосу, мы об этом уже неоднократно говорили. Будут кланы, это будет, скорее всего, борьба кланов, и никакая реальная подоплека для увольнения, для того, чтобы заводить уголовные дела, безусловно, никакой реальной подоплеки не будет. Это просто будет охота на ведьм. Я скажу, что в силовых структурах как раз примерно по нашим оценкам где-то примерно есть 15% профессионалов, которые выполняют свою работу честно, на совесть, не коррупционеры,
именно как раз около 15%. Я думаю, что основная борьба развернется как раз относительно этих людей. Вычистят из ФСБ, МВД, Росгвардии. Ну, в Росгвардии там таких совсем мало, а вот в ФСБ и МВД, как это ни странно звучит, да, я понимаю, что обе структуры полностью себя дискредитировали, но и среди этих полностью дискредитировавших себя структур есть порядка 15% честных людей, людей с совестью, людей, не запятнанных кровью, не запятнанных преступлениями, не запятнанных коррупцией. Еще раз повторяю, что, скорее всего, борьба развернется именно с этими людьми, так как эти люди чужды в системе, и система будет избавляться от этих людей, обзывая их предателями, сочувствующими оппозиции, сочувствующими пацифистам, тем людям, которые открыто выступают против этой войны. И, конечно, это будет катастрофа для всей системы правоохранительной. Так, далее Владимир Путин планирует поменять главу своей администрации, а то война отойдет в сторону, а главой администрации пока что по предварительному решению будет Сергей Владимирович Кириенко. Что это изменит? Ну, довольно много изменит. Довольно много это изменит в плане внутриполитическом в России. Кириенко выходит на первые роли. Кириенко довольно близок к Владимиру Путину. Он полностью оправдал себя как верный член НСДАП и человек близкий к Гитлеру. Извиняюсь, не НСДАП, а Единой России, и не Гитлеру, а Путину. Ну, в принципе, я думаю, что вы понимаете примерно одно и то же. По предварительной информации будет инициировать Сергей Кириенко двухпартийный парламент, двухпартийную Госдуму. Уберут ЛДПР, новых людей и справедливоросов, оставят Единую Россию и человек 30-40 коммунистов в новом парламенте. Может быть, 50 коммунистов, посмотрят, как будет правильно и лучше для того, чтобы удерживать эффективно власть в России. Реформы будут представлены обществу как очередная борьба, и президент призовет сплотиться во время обращения к Федеральному собранию, пресловутому, которое все откладывает президент России Владимир Путин, откладывает по понятным причинам. Начало войны пошло совсем не так, как он планировал. Война вообще должна была закончиться за 3 дня, практически не начавшись. Украина должна была пасть к его ногам. Далее должна была быть Молдова через Приднестровье. Сейчас в данный момент идет активное обсуждение референдума после окончания войны в Украине. Рано или поздно война закончится, об этом это понимает и президент России Владимир Путин. Даже если не удастся выполнить все боевые задачи, а их не удастся выполнить, это уже абсолютно понятно, то война закончится на других условиях. И есть у Путина четкое решение. На сегодняшний день, еще раз повторяю, это четкие его планы. Он провести референдум и в ДНР, и в ЛНР о присоединении этих образований к России. После, опять-таки, по планам, они будут объединены в один субъект федерации, и будет это обзываться или называться, как это правильно сказать, Донецким краем. Главой Донецкого края планируют сделать нынешнего главу СВР Сергея Нарышкина. Это такое своеобразное издевательство. Владимир Путин любит издеваться над людьми.
Если вы помните, во время пресловутого Совбеза, заседания Совета Безопасности, когда решали, дать ли, признать ли ЛДНР независимыми, как раз Сергей Нарышкин сказал, что надо их присоединить к России. Вот своеобразной шуткой такой Владимир Путин, издеваясь, понижает Сергея Нарышкина с главы СВР, разжалует его в губернаторы Донецкого края. По другим перестановкам все разведывательные структуры получат новых руководителей, получат новое руководство, и ФСБ Бортников, который на протяжении нескольких лет упорно просит об отставке, будет все-таки в эту отставку отправлен. По крайней мере, сейчас так прогнозирует Владимир Путин. Он уже несколько раз обещал Бортникову, несколько раз свои обещания не держал. Появлялись какие-то новые, я извиняюсь, новые дела, новые события мешали отправить верного друга в отставку. Но сейчас обещание очередное дано. Как оно будет выполнено, мы посмотрим уже в ближайшие месяцы, возможно, полгода. Будет новое руководство у нескольких служб ФСБ. И вообще будет довольно большая реформа. Как считает Владимир Путин, это, безусловно, не реформа, это совершенно другое. Будет рокировка по большей части. В отставку, так чтобы полностью уйти из органа, будут отправлены не так много людей. Ну и, конечно, большая чистка генералитета российского в армии. Большая чистка. Это действительно большая. Большая часть из тех, кого почистят, попадут в места не столь отдаленные. Уже есть уголовные дела. Ведется активно сбор доказательной базы, в кавычках. Предатели, военнослужащие, по мнению Путина, предатели, конечно, которые не смогли реализовать боевые задачи, отправятся, еще раз подчеркну, в места не столь отдаленные. Часть людей будет отправлена в отставку с позором. Вот такие перспективы. Что это изменит для обычного российского гражданина, для обывателя? Практически ничего. Жизнь будет ухудшаться. Все псевдореформы призваны для того, чтобы отвлечь внимание от неудач в театре военных действий, для того, чтобы отвлечь от экономических проблем, которые все больше и больше нависают над гражданами России. Если сейчас Евросоюз и США введут более серьезные санкции, то это только ускорит падение российской экономики. Я понимаю, что большая часть граждан, которые сейчас ощущают себя нищими, ощутят себя еще более нищими. Те, которые чувствовали, что жизнь понемножку налаживается, забудут о своих ощущениях. К сожалению, еще раз подчеркиваю, к сожалению, Владимир Путин толкает страну к катастрофе. Мы, я и наша команда, считаем, что Владимир Путин должен быть ликвидирован. Мы занимаемся разработкой перспектив ликвидации президента России Владимира Путина. Владимир Путин закончит свою жизнь как Каддафи. Я это повторял уже несколько раз и буду повторять еще несколько раз, пока это не осуществится. Владимир Путин знает наши намерения. Он знает, что мы попросту словно ветер не бросаем. И знает, что конец его близок. Поэтому основания для оптимизма в это сложнейшее и темное время, к счастью, есть. Еще раз подчеркну, все, без исключения. А мы будем проявлять максимум для того, чтобы выявить всех преступников, которые совершили эти немыслимые зверства на территории Украины, должны быть и будут наказаны. Мы найдем всех.
всех, до кого дотянемся. Дотянемся, я уверен, до многих. Все, на этом все. Если есть желание, возможности нам помочь, в описании к этому ролику есть ссылка на наш Patreon. Помогайте. Если есть возможность нам помочь другим способом, например, подпиской на спонсирование нашего YouTube канала, также подписывайтесь. Если есть возможность помочь через криптовалютные кошельки, в описании к этому ролику есть и эта информация. Поддержите нас лайком к этому видео. Мы всегда ценим и такую помощь. Всем огромное спасибо, что были со мной. Знайте, мы вас любим. Это искренне. Мы понимаем, в каком сейчас положении каждый без исключения гражданин России. Мы уверены, Россия будет свободной и процветающей. Уже скоро. Спасибо, что были со мной. Всего доброго. До свидания.